Всем привет, дорогие друзья, канал Ранчо у Санчо. У меня с женой сегодня небольшой праздник. Мы наконец-то сегодня доделаем долгожданный наш забор, который делали полтора года, наверное, потихоньку, помаленьку, но мы его делали. Очень красивый, очень классный забор. Мы очень рады, и поэтому сегодня я хочу приготовить очень вкусный шашлык. Нам его порекомендовала подруга моей жены. Это будет шашлык на пиве. Я его прям в названии, я напишу пьяный шашлык, но по-другому у меня не приходит мысль, ну как это, шашлык на пиве. Ну, короче, я не знаю, как получится, но нам сказали очень вкусно. Пиво, по идее, это как газировка. На минералке я делал, на минералке получается очень вкусно. Здесь будет то же самое мягкое, получится, наверное, мясо. И будет небольшой, возможно, хмельной оттенок. Алкоголь весь выпаривается, его не будет. И вот таким шашлыком я угощу строителей. Друзья, давайте начинать. Поехали! Первым делом берем лук и нарезаем по стандарту полукольцами. Но смысл в том, что это практически классический стандартный маринад. Единственное, что здесь из жидкости это будет пиво добавлено. А так лук, соль, перец — это самое то. Лука берите побольше. Нужно сделать очень вкусный, хороший шашлык. Весь лук отправляем в большую тару, где замаринуем мясо. И сразу же начинаем солить и жамкать. Вот так вот убираем. Добавляем соль. И хорошо пожмите. Тем самым лук быстрее отдаст сок. И быстрее получится промариновать. Вообще, конечно же, любой маринад нужно, практически любой, кроме киви и ананаса, потому что у меня с ананасом был печальный опыт. Это получается тушенка, также с киви, если чуть переждать. А так вообще мясо промариновать целые сутки, это вообще самый класс. Но так как нам надо уже посидеть сегодня, сейчас закончим забор, я мариновать буду 2 часа. Поэтому, если же вы делаете, то делайте с ночи и до обеда, вообще класс. Ну а теперь приступим к нарезанию мяса. У меня вот такой большой кусок на 3 килограмма, нас сегодня много. Ну а нарезаем. Я люблю нарезать мясо большими достаточно кусочками. Маленькие, но они, получается, у меня суховато. Может быть, у кого-то по-другому, но у меня суховато. Поэтому идеальный кусочек, то есть моя ладошка, самый идеальный размер. То есть это и не совсем большой, такой будет хороший кусочек, которого можно откусить будет 2 раза. И просто довольствоваться вкусным мяском. Вообще большому куску рот всегда рад. Поэтому делаем покрупнее. И сразу же можно отправлять туда в тару к луку. И к нарезанному мясу отправляем ваши любимые специи. Что сделаю я? Это окончательно посолить, так как у меня лук уже был соленый. Я еще сверху так посолю. Дальше отправляю черный молотый перец. Далее добавляю, у меня здесь сборная соляночка, я сделал мясную такую приправу. Здесь и сухая аджика, и специи для мяса, немного перца. В общем, моя самодельная мясная приправа. И я добавляю обязательно, мне нравится, копченая паприка. У меня шашлык без копченой паприки не обходится. Все это теперь хорошо перемешиваем. А теперь все это заливаем пивом. Мне сказали залить светлым, нефильтрованным. Я взял пшеничное пиво, светлое, нефильтрованное. Все это заливаем пивом. Все это можно здесь еще немного перемешать, чтобы все хорошо пропиталось. Все, мне одной баночки хватит. Я думал 2 взять. Ну, значит, одна уйдет немного не по назначению в другое место. Все, шашлык отправляем на 2 часа в холодильник. Пускай это все хорошо маринуется. Я уже хочу его попробовать. Короче, провозились с забором, уже темнеет. Я не знаю, доснимать, наверное, видео буду в темноте. Ну а что делать? Забор — важная штука. Берем мясо. Учить, как насаживать уж мясо, я не буду точно. Просто насаживаем. Кстати, многие говорят, что между мясом
должно быть пространство какое-то. Я насаживаю не совсем плотно, но у меня никакого пространства нет. И всегда хорошие шашлыки получаются. Наташ, если и правда это будет очень вкусный шашлык, то я забираю свои слова назад. Типа шашлык и пиво. Проверим. На хороший жар отправляем все шашлыки. Сначала не крутим, даем мясу запечататься, все как по стандарту. А потом вращаем почаще, когда они уже запечатаются с двух сторон. Вкусненько. Друзья, вот он, пьяный шашлык. Но буду пробовать. Скажу, что получилось. По традиции посыпаем это все зеленушкой. Обязательно. Лучок с кинзой. Я вот обожаю так. Кто не любит, не делайте, но я советую и рекомендую. Давайте прям крайний вот отсюда снимаем. Уж простите, что это получилось, видите, в темное время. Но я делал забор. Посмотрите, мясо полностью готовое. Очень вкусное, очень классное. И еще, друзья, я приготовил маринованный лук. Как приготовить маринованный лук? Смотрите, и вот здесь вот выскочит сейчас ссылочка. И обязательно готовьте его, потому что с маринованным лучком шашлык самое то. Друзья, пробуем шашлык и посмотрим, что я скажу Наташе. Очень мягкий, очень вкусный, сочный шашлык. Даже хмельной нотки нет. То есть, похоже, просто пиво делает мясо сочным. Оно размягчает и делается очень вкусным. Друзья, очень классно. Наташе огромное спасибо. Наташа, я был неправ. Мясо, приготовленное в пиве, а точнее шашлык. Вот такой вот. Спасибо тебе большое за рецепт. Друзья, если же вы не готовили, обязательно готовьте. Я рекомендую. Шашлык получается очень классным. Друзья, в общем, отдыхайте вкусно, готовьте себе шашлыки. До новых встреч, до новых видео. Пока.